Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости из мира российского шоу-бизнеса. Сегодня утром по требованию прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации в 4 квартирах известного певца Филиппа Киркорова в Москве, Калининграде и Санкт-Петербурге прошли обыски. Филипп Бедросович Киркоров стал фигурантом громкого уголовного дела и из подозреваемого превратился в обвиняемого. При обысках в квартире Филиппа Киркорова были обнаружены неопровержимые доказательства, которые полностью свидетельствуют о том, что Филипп Бедросович был заказчиком преступления, причиной смерти преподавателя физкультуры элитной гимназии города Москвы, бывшего участника спецоперации Степана Фонарева, который трагически ушел из жизни несколько дней назад. В частности, у Филиппа Киркорова была обнаружена запись телефонного разговора, в которой известный певец говорит незнакомым людям следующую фразу: «С этим человеком надо разобраться», и произносит имя и фамилию Степана Фонарева. Ну а последним решающим доказательством против Филиппа Киркорова стал вчерашний арест 4 преступников, которые совершили нападение с летальным исходом на преподавателя физкультуры Степана Фонарева. Преступники на первом же допросе не стали отпираться, показали доказательства и подтвердили, что получили личный заказ Филиппа Киркорова на устранение учителя физкультуры. По словам задержанных, стоимость данной услуги Филипп Киркоров оценил в $50 000. Отметим, что несколько дней назад у Филиппа Киркорова возник серьезный конфликт с преподавателем физкультуры Московской гимназии, бывшим участником СВО Степаном Фонаревым. В этой гимназии обучался сын Филиппа Киркорова Мартин. Мартин пожаловался своему отцу на то, что преподаватель физкультуры очень строг, и Филипп Бедросович решил поговорить с преподавателем. Однако Степан Фонарев оказался принципиальным учителем, не стал слушать оскорбления Филиппа Киркорова и в буквальном смысле выставил известного певца вон из спортзала. Ну а спустя 2 дня Степан Фонарев трагически погибает. Как считает начальник Следственного комитета Александр Бастрыкин, это уже не первое трагическое происшествие с участием Филиппа Киркорова. По словам Александра Ивановича, Филиппу Бедросовичу уже давно пора отчитаться за свои криминальные поступки. Ну а сегодня утром на Кузьминском кладбище столицы проводили в последний путь героического учителя физкультуры Степана Фонарева. На прощании с отважным педагогом присутствовали его сослуживцы по спецоперации, сотрудники антикоррупционного комитета, родные и близкие и коллеги по работе. Храброго мужчину хоронили под салют и под гимн России. Степану Фонареву было всего лишь 35 лет. Вечная память настоящему герою. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.